Книга пророка Исаии. В последних главах, которые мы читали, Исаия говорил о благословениях, которые принесет страдание Иисуса Христа. То спасение и то избавление, которое получает по вере. Сегодняшний раздел говорит, а что будет с неверующими, какая доля с теми, кто будет упираться во грехах. И Бог обличает народ, начиная с лидеров народа, в их грехах. Глава 56 Исаии, в конце главы есть такие слова, стих 11, 56 глава, стих 11. «И это псы, жадные душою, не знающие сытость, и это пастыри бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть». Описывая грехи народа, Бог говорит и обличая через Исаию в идолопоклонстве и в том нравственном проявлении, как жадность. И эта жадность поражает лидерам народа, и она распространяется дальше, мы будем видеть, на народ. И эти, по-видимому, князья и священники называются здесь как такие разжиревшие собаки или псы, которые должны были вместо того, чтобы защищать стадо, они только и думают о том, чтобы наесться. И каждый смотрит на свою дорогу. Они были поставлены думать о народе, но в итоге получалось так, что думали только о себе и о том, чтобы устроить свою же материальную жизнь, каждый на свою корысть. В какой-то мере, наверное, этот грех особенно досуждает и нашему обществу, где мы живем. И это можно говорить и о лидерах, может быть, или о политиках, или о тех, кто занимает какие-то должностные лица в государстве, должности в государстве, и у тех, кто должны были быть и должны являться и духовными вождями народа. И тут грех сребролюбия или грех корысти, к сожалению, даже поражает и евангельские церкви, и, к сожалению, даже поражает, как здесь говорится, и пастырь евангельских церквей, как тогда поражал служителей народа Божьего. И, к сожалению, тоже приходится не раз слышать о каких-то трудностях в церквях, и зачастую они связаны с какими-то материальными вопросами или с нарушениями материальных вопросов. 57 глава, это продолжается, это обличающее слово. И вот дальше в чем обличает Исаия народ. Смотрите, 1 стих. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла». И 2 стих. «Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Исаия обличает, или Бог через Исаию в том, что народу было безразлично, или они не реагировали на то, что внезапно Бог забирал из их среды, из среды живых праведников. И это никак их это не разочаровывало, не настораживало. Но как минимум должно было настораживать, как минимум. Потому что в те времена, или в ветхозаветные времена, читая книгу закона Моисея, было видно, что Бог обещал долголетие праведнику. И вот те люди, которые в действительности жили правильно и морально, Исаия говорит, что не замечаете, что эти люди, которым Бог бы обещал жить долго, они вдруг исчезают. Они вдруг ни с того ни с сего умирают. И вас это не настораживает? Это уже была крайняя мера Божьего негодования, когда Бог просто забирал
своих или верных ему, потому что их пренебрегали, потому что к ним ставились неверно, потому что они должны были страдать в этом обществе, а общество как бы никак их не ценило. То есть, и вместо того, чтобы оставить их как светильники или оставить их как то, через кого бы нация бы благословлялась, а Бог их просто забирает, потому что понимает, что они недостойны этих праведников. И так и Бог говорит, что никто не задумывается об этом и не понимает, что просто-навсего Бог, видя их как бы страдания, которые не приносят пользу обществу, потому что общество это не ценит, Бог просто их забирает, чтобы они не страдали, забирает их на покой. И вас это никак не волнует, то, что праведников становится меньше. И это самая большая проблема в народе, когда праведников становится меньше. Это, есть такое слово в современный кризис. Кризис там, в нашей стране кризис. Почему? Потому что, может быть, думают, потому что цены растут или потому что война идет. Но это еще не признаки кризиса, это признаки трудностей. А то, что праведников становится меньше, это в действительности проблема. И сегодня мы живем в время, когда праведников становится меньше. Но кого это волнует? Волнует ли кого-то, что праведников становится меньше? Волнует ли это государство, или президента, или еще кого-то? Да им все равно, что праведников становится меньше. Тогда, когда Бог говорит, если будет, помните, когда Авраам опрашивал за Содом и Гоморру, и говорит, если даже будет 10 праведников, Бог говорит, я не уничтожу этот город. То есть это самая большая ценность, что может иметь нация, это иметь чем больше количество праведников. И когда нация это не понимает, Бог говорит, это беда. Это беда. Стих 3. «Но приблизьтесь сюда вы, сыновья чародейки, семя предлюбодея и блудницы, над кем вы глумитесь, против кого расширяете рот, высовываете язык, не дети ли вы в преступление семя лжи?» Когда эти праведники умирали, или когда вообще они еще жили, но кто над ними смеялся? Кто над ними смеялся? Над кем вы глумитесь? Это описано, что они глумились над праведниками, и те, кто над ними глумился, это дети чародейки и семя прелюбодея. То есть это люди, которые явно откинули все Божьи предостережения, которые жили в тех мерзостях идолопоклонства, которые распространилось тогда в Израиле. И эти люди, которые, и этот блуд, это тоже был связан с идолопоклонством, потому что эти были культы, которые не принимали. Там буквально даже это поощрялось делать как акты поклонения этим идолам. И эти люди, которые так жили аморально или безбожно, они позволяли себе посмеиваться над настоящими праведниками верующими. Было большинство, и это большинство было в грехах и в язычестве, и было небольшое количество праведников, которое становилось еще меньше и меньше. Стиха 5 Исаия говорит о разного рода идолопоклонстве, которое распространилось в Израиле. И это как картина, которая показывает, что не просто они пошли к какому-то одному идолу, они все эти идолы, которые были в тех ханаанских народах, которых Бог им повелел уничтожить, эти все идолы они приняли на себя и бежали за ними. Стих 5. «Разжигаемые похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, закалывающие детей при ручьях между расстеленными скал». Закалывающий детей, это был идол такой Молох, ханаанский божок, при поклонении которому поощрялась такого рода мерзость, когда в угоду им убивались дети. Стих 6. «В гладких камнях ручьев доля твоя». Это был еще один вид поклонения, когда уже поклонялись каким-то особым священным камням. И это возникло на народе Божьем. Стих 7. «На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое,
и туда восходишь приносить жертву. Это были поклонения на возвышенных местах, на горах, Ваале, Астарту, эти вот поклонения этим идолам якобы плодородия, которые вот поощряли эти всякие рода развращения и блуд. Стих 8. «За дверью также и за косяками ставишь памяти твои». Это еще был вид один идолопоклонства, когда имели домашних божков, которых ставили, этих идолов ставили буквально за дверями, сразу же за дверями дома, в доме. Вот вся эта вот всевозможная мерзость, и Бог говорит, это есть ваша жизнь. Стих 11. Кого же ты испугалась и устрашилась? Но не говорила, кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце. Не от того ли, что я молчал, и притом долго, ты перестала бояться меня. Бог говорит, получилось так, как у вас, как у блудной жены, которая оставила своего мужа. Так вы, как блудница, оставили меня. И когда вы блудили с другими или были неверны мне, я молчал. И вы думали, что если я молчу, то значит, или я не вижу, или значит все нормально. И вместо того, чтобы в моем молчании вы раскаялись, для вас это был повод еще больше в этом грехе упорствовать. Тогда Бог говорит, я поменяю тактику, стих 12. Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в твою пользу. Бог говорит, я начну уже говорить, и говорить во всеслышание, чтобы все узнали, или весь мир видел, что вы творите. И тогда будет совсем другая реакция, тогда будет мое наказание. Стих 13. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Сборище твое здесь подразумевается вот все то множество разных идолов, которых они вот имели, и их сердца к этим были привязаны. И эти идолы были на разные, якобы, всевозможные беды, которые могут быть, чтобы они их спасали. Вот когда Бог говорит, я буду вас наказывать за эту неверность, вы пойдете к своим идолам взывать. Но как вы к ним не взывали, они вам не помогут. Вот. Всех их унесет ветер, развеет дуновение. То есть, потому что они как какой-то вот, как полова, да, как мусор, который вот, когда вот ветер веет, эти пульки пустые летают. Оно не имеет веса. Вот то же самое ваши идолы. Они вам не помогут. И стих 13 дальше. А надеешься на меня, вот на меня одного, вот все вы, которые имеете это сборище идолов, они вам не помогут. А тот, кто надеется на меня одного, этого будет достаточно. Вот. Они наследуют землю и будут владеть святою горою моей. И вот в контексте всех этих пророчеств Исаии, это надеющиеся на меня, это то, что Бог предлагает им дать Иисуса Христа, чтобы они вышли и получили это спасение, и не только вот ту землю обетованную, которая вернется им после плена, а небеса. И стих 15 тоже такой вот сильный призыв. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Высокий, превознесенный, святой. Я живу на высоте небес и во святилище, потому что я свят. Вот. И также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Бог говорит, вот я вот настолько высокий свят, настолько велик, но я и настолько же близок, вот, чтобы быть с теми, кто вот эти мои слова принимает, исправляется и раскаивается, чтобы их оживлять, чтобы нас оживлять. И стих 17. «За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его,
скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Вот путь своего сердца это не Божий путь. Это тот, который выбирает человек. Этот путь, вот, как здесь связан с грехом корыстолюбия. Правда в том, что если грех какой-то распространяется сильно в обществе, а мы в этом обществе живем, то этот грех, как этот плохой пример, он имеет также, к сожалению, большое влияние на нас. То есть если мы говорим, что наше общество, и это вся статистика говорит, что вот коррумпированное, там, взяточничество, все это грех корыстолюбия поражает общество, то, к сожалению, правда в том, что если мы живем в таком обществе, то зачастую он вхож и в нашу жизнь, потому что эти плохие примеры, они распространяются на нас. И этот путь свой, это когда путь, который мы хотим или думаем жить так, как живут все. Тогда, когда Бог желает, чтобы мы жили как Он, по Его пути. И этот путь, и Его путь, и путь корыстолюбия – это разные пути. Это пути в разном направлении. И стих 18. «Я видел пути Его и исцелю Его, и буду водить Его, и утешать Его, и сетующих Его». Бог говорит, я вижу все то, где вы поступали не так. Но у меня есть намерение и есть желание вам дать исцеление. Вот исцеление – это примерно то же слово, которое можно было бы сказать, когда у нас какая-то рана, а Бог говорит, я эту рану заживлю. Вот. Грех корыстолюбия – это рана. И вот Бог говорит, я знаю, как ее исцелить. И этим исцелением есть сам Христос. Потому что вот Он, Бог, оставил все, пришел на землю, чтобы мы изменились. Если Он оставил все, то и мы должны, по Его примеру, оставить свою выгоду и жить для Него. И, собственно, когда это начало исполняться в большей мере, когда Христос умер и воскрес, и образовалась первая церковь. Вот, в действительности среди Израиля получилось чудо. Вот, та первая церковь, вот, они жили без «моё», «твое», а все было наше. Да? То есть ничто не называл своим. Вот каким путем Бог исцеляет нас и от этого греха, когда мы идем за Иисусом Христом. Стих 19, также видно, что это говорится о тех обетованиях, которые дает Христос. «Я исполню слово, мир, дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его». Вот, дальнему и ближнему, это похожими словами выражает апостол Павел и толкует этот текст как дальние это язычники, а ближние это его народ. Вот, Ефесянам 2 глава. И применяет его, что эти слова исполнились через служение Иисуса Христа, которые принесли апостолы, через церковь, которая стала местом, где народ Божий это уже и язычники, и евреи во Христе. Ефесянам 2 глава. Стих 17. Вообще 2 глава говорит о том, что Бог сделал чудо, потому что Он из раньше абсолютно несовместимых Он сделал что-то одно. Из язычников и из евреев Он сделал одно в церкви. И вот там есть такие слова, стих 17, 2:17 Ефесянам. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Это как бы ссылка на эти слова, что это будет мир дальним и близким. И это то, что делает Христос для нас. И мы для Него уже все стали близкие, и это Его священство святое. И это Он нас приблизил. И Он дает нашему сердцу мир. Вот, оказывается, пути корыстолюбия, они не дают мира. Потому что человек в своей жадности, он не имеет покоя. И у него только одно желание иметь и иметь. И оно не насыщается, это желание. А когда дает Христос нам благодать и нас изменяет, тогда мы становимся
довольны тем, что Он нам дает. И наше сердце успокаивается. Стих 20. «А нечестивые, как море взволнованные, которые не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь». Вот. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Вот. Для нас, если мы уповаем на Христа, этот мир есть. А для тех, кто отвергает Его приглашение, то Бог говорит, в принципе, нету мира. Нету мира, потому что причина, что нету мира в их сердце. Вот нечестивые, как какое-то море бушующее, которое поднимает всю эту грязь со дна и выкидывает ее. Так вот, грязь со дна – это вот это сердце человеческое, это грешное. И человек не имеет мира не потому, что вот что-то не так в стране или в другом месте, или в церкви, а что-то не так в его сердце. Пока Бог не войдет в сердце, это сердце не успокоится. И человек будет пытаться решить все свои вопросы, но они не решаются. Потому что нужно, чтобы Бог изменил сердце. Сердце, которое будет довольно и успокоится, когда мы начнем жить не своим путем, а жить тем путем, который дает нам Господь. Это также ответ и нам, которые живем во время, когда не раз слышим, что мы нуждаемся больше всего в мире. Бог говорит, да, мы нуждаетесь больше всего в мире, но нет мира нечестивого. И этот мир приносит Христос, когда мы надеемся на Него. И пусть нас Господь благословит держаться этот мир в своем сердце, держаться Иисуса Христа и понимать, что мы будем иметь покой только тогда, когда мы в своей жизни познаем волю Иисуса Христа и ей послушны. В нашей стране будет покой, когда будет чем больше праведников, чем больше людей, которые надеются на Него. И пусть нас Господь в этом благословит. Жить не своей жизнью, а жить той жизнью, которую ожидает нас Господь. Это тот путь, который приносит мир и благословение. Аминь.